Всем привет! Вы на канале Trend Division и с вами ваш стилист Алина Соколова. И сегодня мы поговорим про тренды лета 2024. И тренд номер один – это балетки-сеточка. Я думаю, что практически каждый из вас уже видел на каких-нибудь инфлюенсерах, фэшн-блогерах эти знаменитые балетки. Они представлены достаточно у многих люксовых брендов, но я нахожу их универсальными и достаточно удобными. Почему? Потому что сейчас достаточно жаркое лето, и ходить в удобных мягких кроссовках будет достаточно проблематично, да, будет достаточно жарко, поэтому можно надеть такие мягкие, очень красивые и к тому же трендовые балетки, которые можно сочетать с разной одеждой. И с юбками, и с шортами, и с брюками. Самое главное красиво и аккуратно стилизовать ваш наряд. Тренд номер два – это рюши и воланы. Если мы говорим про рюши и воланы, то тут я сделаю небольшую отсылку к своему предыдущему видео, где рассказываю, как сделать силуэт более стройным. Здесь, конечно же, нам важно отметить, что рюши и воланы создают нам дополнительный объем в том месте, где они будут у вас находиться. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и подбирайте одежду под свой тип фигуры. Если, например, вы достаточно крупная девушка и, наоборот, хотите какие-то свои недостатки скрыть, то, естественно, важно, чтобы рюши и воланы не были именно в этом месте. Если вы, наоборот, достаточно худенькая, компактная девушка, и вам хочется, возможно, увеличить какие-то части вашего тела, то рюши и воланы станут отличным вариантом. Тренд номер три – это асимметричность. Если вы собираетесь надеть асимметричную одежду, то важно здесь не заиграться. Не нужно слишком много надевать разной асимметричной одежды, например, и юбку, и жакет, и футболку, и еще что-нибудь, и все это украсить сверху какой-нибудь необычной шляпо, например, да, и таким образом ваш наряд и образ будет слишком, даже чересчур вычурным. Конечно, если вы к этому стремитесь, это ваш образ, ваш характер, то, возможно, это окей. Но в целом, если вы придерживаетесь более классического стиля, просто хотите следить за трендами, то я рекомендую вам все-таки надевать, как правило, какую-нибудь одну асимметричную одежду в вашем образе. Тренд номер 4 – это юбка из кружева. И сейчас я покажу примеры на российских брендах, где мы можем найти эти трендовые одежды и приобрести их, даже не выходя из дома. Конечно же, разделение одежды на классы никто не отменял, поэтому мы посмотрим на примеры и middle маркета, и масс-маркета. Дойдем даже до любимого Али. Начнем с масс-маркета. Это бренд Mango. Правда, на текущий момент этих балеток уже нет в наличии. Да, до этого было 3 цвета, стоимость 7000 рублей. Но можно на фотографии посмотреть, как сами по себе выглядели балетки. Сетка достаточно крупная, яркие лакированные детали. Также написано, из чего сделана эта обувь. И то, что у нее круглый мыс, но, в общем-то, это так видно и на фотографии. Поэтому давайте двигаться дальше к middle маркету. Это у нас санкт-петербургский бренд Top Top. Здесь у нас по стоимости 7000 рублей. Есть различные цвета. В наличии они пока что до сих пор еще есть. Также можно посмотреть, что здесь сетка отличается, она более мелкая. Здесь нет таких ярких глянцевых деталей, как на предыдущих балетках, но при этом здесь в комплекте есть вот такое сердечко из страз, которое при необходимости вы можете надеть на ремешок, если, например, ваш стиль, ваш аутфит, который вы подбираете на текущий день, вам подойдет, например, как вот в данном примере на фотографии. Здесь, кстати, отличительная особенность то, что здесь мыс у нас идет квадратный, и больше эти балетки сделаны под стиль пуант. Двигаемся далее к, опять же, масс-маркету, это Алиэкспресс. Здесь у нас вариантов на самом деле даже побольше. Они очень похожи на те, что мы смотрели. Есть такой вариант за практически 3000 рублей. Сетка отличается, она тоже достаточно крупная. Очень похожа на формат того, что мы видели в магазине Mango. Притом есть различные размеры, и также можно будет познакомиться с отзывами. Давайте посмотрим еще другой вариант, тоже практически 3000 рублей. Отличаются от всех предыдущих, что мы видели. Во-первых, здесь немножко другие ремешки. Их 2, и они более тонкие, и также сетка более мелкая. Также видите на фотографиях, как это выглядит, смотрится достаточно красиво. Есть достаточно большой размерный ряд, и можно знакомиться с характеристиками и отзывами. Ну и давайте посмотрим третий вариант. Он сделан на самом деле под один из знаменитых брендов, он называется Alaya. И здесь тоже есть различные варианты, то есть их даже больше, разные цвета с разными ремешками, и также достаточно большая размерная сетка. Не часто встретишь такую размерную сетку, когда есть даже маленький 34 размер и максимальный 44. Так, в рекомендацию выпадает достаточно много других вариантов, которые, возможно, вам тоже могут понравиться. Юбка кружева, на мой взгляд, кажется немножечко экстравагантной, поэтому давайте посмотрим на примеры, а с чем же можно ее сочетать, чтобы вы не думали, а просто посмотрели и надели.
Так, давайте посмотрим кружевные юбки. Первый бренд это Studio 29, московский бренд. Юбка выполнена в основе своей из хлопка. Она белая, достаточно плотная, но в любом случае немножко просвечивает. Есть подклад, он сделан из вискозы, поэтому, соответственно, вы сможете носить эту юбку, не покрывая чем-то, потому что другие, которые мы будем смотреть, они будут просто прозрачными, то есть различные варианты есть. Есть черный цвет, различные размеры, да, и, соответственно, нарисовано, как вы можете стилизовать, с чем добавив какую-то интересную яркую деталь. Следующий бренд это Silk Lovers. Здесь у нас чистое кружево, да, видно, что нужно будет обязательно под низ либо надевать какие-то трусики, шорты, может быть, либо вы можете носить длинную футболку, которая будет покрывать вас по низ ягодиц, либо это может быть, например, вот такой длинный жакет. У них, кстати, есть еще такая же юбка, только макси из кружева уже в белом цвете, поэтому здесь выбирайте то, что вам будет интересно. Теперь давайте двигаться к масс-маркету. Это у нас снова Алиэкспресс. Здесь есть вот такой формат, да, как раз-таки один из тех вариантов стилизации, что я только что вам рассказала. Можно даже с таким грубым бомбером и грубыми ботинками носить, тоже смотрится очень классно. Соответственно, здесь у нас черная кружевная юбка, она тоже прозрачная, поэтому, естественно, мы перекрываем сверху обязательно чем-то, если вы не хотите светить интересными местами. И также есть еще вариант немножечко другой. Здесь у нас есть как будто бы двойная юбка, под низом есть подклад, и, соответственно, сверху идет тоже кружевная юбка, притом она даже одновременно идет асимметрично. Есть черная и белая, также есть различные размеры. По стоимости она у нас 1500 рублей, предыдущая юбка у нас стоила примерно точно так же. Если мы говорим про middle market, который мы смотрели до этого, то там стоимости от 8000 рублей и выше. Двигаемся к асимметрии. Здесь снова у нас санкт-петербургский бренд Топ-Топ. Юбка из полиэстера, притом по низу у нее есть кружево. Тут одна единственная фотография, но я думаю, что в целом понятно, как выглядит эта юбка. Можно посмотреть размерную сетку по стоимости 6000 рублей. И также здесь есть даже советы стилиста, с чем можно носить, и отзывы на эту юбку. Двигаемся далее. Также к топ-топу. Это юбка более плотная, уже из смесовой вискозы по стоимости 6000 рублей. Черная, есть различные размеры, и также здесь можно посмотреть, как ее состилизовали, с чем можно носить. Достаточно интересный стиль, такой как некий городской шик. Может, совет от стилиста, с чем можно носить эту юбку, из чего она состоит. Достаточно хороший состав. И также можно подобрать с ней разные образы и стили, мне кажется, под практически любой гардероб. Двигаемся далее. У нас есть ламода. Здесь у нас юбка из полиэстера, также с кружевом по низу. Это от бренда Олеси Чугуновой. И здесь она по стоимости 6000 рублей. И можно посмотреть отзывы также о товаре и с чем ее носить. Двигаемся далее. Это у нас онлайн-магазин Элис. Здесь у нас уже не юбка асимметричная, а футболка белого цвета, выполнена она из хлопка практически на 98%. Есть различные размеры по стоимости 3500. Достаточно красиво выглядит. У нее есть достаточно яркий защип под левой грудью, что создает еще некий интересный акцент. Внизу также есть рекомендация, какой образ можно с ней собрать. На мой взгляд, футболка очень классная. И далее двигаемся к масс-маркету. Наш любимый Алиэкспресс. Здесь есть интересное платье асимметричное. При этом у него есть еще и интересный принт, разные цвета, ну и, соответственно, разные размеры. Хороший балл, 4,7, уже 20 отзывов. По стоимости 2600. Еще одно платье, оно больше как, наверное, сарафан-накидка. Разные есть размеры, также много картинок, как он выглядит, с чем можно стилизовать и так далее. 38 отзывов по стоимости практически 1300 рублей. Переходим к рюшам и баланам. Здесь у нас российский бренд Тумут. Юбка миди-баллон белого цвета по стоимости 13 тысяч рублей. Есть различные размеры. Можно посмотреть фотографии, как она выглядит, с чем можно ее сочетать. Опять же, яркая деталь, да, в виде красной обуви, что мы с вами уже сегодня видели. Также написано, из какого она состава и что входит в тот образ, который был собран на данной фотографии. Едем дальше. Бренд Калиста. Здесь у нас юбка серого цвета из смесового льна. Она, кстати, и волан у нее есть, и асимметричность. Есть различные фотографии, чтобы посмотреть, как она выглядит. И, на мой взгляд, эта юбка более под вечерний образ, но зависит от того, что находится в вашем гардеробе и как вы любите одеваться на каждый день.
Снова переходим к масс-маркету. Здесь у нас достаточно открытое платье с воланами по низу, разные цвета, но при этом вы видите, что уже 67 отзывов и средний балл 4,8 по стоимости всего лишь 1300 рублей. И двигаемся дальше. Здесь у нас есть небольшой корсет, также с вот этими воланами. По стоимости 1100 рублей, есть разные цвета, красивые фотографии, хороший балл 4,8 и уже 10 отзывов. А что из этих трендовых вещей уже есть в твоем гардеробе? Обязательно делись ниже в комментариях и не забудь подписаться на этот канал. Будь красива и люби себя. До скорого!